В 2009 году вышел довольно обширный обзор на 45 страниц, освещающий пользу и вред фитиновой кислоты. Если кратко, то вот что там написано. Фитиновая кислота – это вещество защищает злаки, бобовые орехи от преждевременного прорастания. Особенно много фитиновой кислоты содержится в коричневом рисе, пшенице, орехах и зернышках. При попадании в ЖКТ человека фитиновая кислота привязывает к себе минералы, такие как магний, цинк, железо, медь. Не позволяя минералам всасываться, фитиновая кислота просто выводит их из нашего организма. Именно поэтому ее часто называют антинутриентом. Постепенно употребление продуктов, богатых фитиновой кислотой, может привести к дефициту минералов. Вследствие этого может произойти возникновение разных проблем с пищеварительной системой, иммунной системой, опорно-двигательным аппаратом, анемии, аллергии, гормональных проблем. Однако при сбалансированном питании у здоровых людей фитиновая кислота редко приводит к дефициту минералов. Поэтому утверждать, что некоторые продукты, содержащие фитиновую кислоту, вредны для здоровья, будет ошибочным, так как потенциальная польза от этих продуктов в разы превышает возможные негативные последствия. Поэтому мы должны стремиться к снижению количества фитиновой кислоты, а не к ее ликвидации. Где содержится фитиновая кислота? Вначале запомните, норма потребления фитиновой кислоты для взрослого человека от 0,15 до 0,40 грамм в день. На экране список продуктов, в которых содержится самое большое количество фитиновой кислоты в граммах на 100 грамм исходного продукта. Перечислять всю таблицу нет времени, но отметим 10 продуктов с максимальным содержанием фитиновой кислоты в 100 граммах. На 10 месте тыквенные семечки, на 9 пекан, на 8 арахис, на 7 кешью, на 6 бразильский орех, на 5 грецкий орех, на 4 пшеничные отруби, на 3 рисовые отруби, на 2 миндаль, на 1 месте рис коричневый. Как вы видите, лидируют по содержанию фитина в основном крупы и орехи. Однако относительно орехов важное уточнение. Большинство людей не едят много орехов, но по несколько штук в день. То есть при условии грамотного употребления орехов фитиновой кислоты много не попадает в организм. Как снизить количество фитиновой кислоты в продуктах? Есть 6 методов. Первое. Пищеварение. Организм может расщеплять фитиновую кислоту в желудочно-кишечном тракте. Организм может расщепить в общей сложности 37-66% фитиновой кислоты. При этом уже даже долгое пережевывание может расщепить часть фитиновой кислоты. Так что пережевывайте пищу хорошо. Второе. Теплообработка. При теплообработке происходит распад фитиновой кислоты. Однако и содержание витаминов тоже значительно сокращается. Лишь от 5 до 15% фитатов разрушаются при нагревании. Третье. Механическая обработка. Удаление оболочки со злаков и орехов избавит их полностью от фитиновой кислоты, но с ней же исчезнут многие минералы и витамины. Четвертое. Замачивание. Замачивание позволяет энзимам, лактобактериям и другим дружественным микроорганизмам расщепить и нейтрализовать фитиновую кислоту. Всего лишь 7 часов замачивания в теплой, немного кислой среде позволяет нейтрализовать основную часть фитиновой кислоты. При этом простое замачивание перемолотой крупы и хлопьев на ночь намного улучшает их питательную ценность. Пятое. Проращивание. Приводит к активизации фитазы фермента, способного расщепить фитиновую кислоту. Проращивание уменьшает ее количество до 75%. Актуально для злаков и бобовых. Проращивание в сочетании с теплом, водой и светом активирует метаболические процессы в семенном зерне, которые вызывают ферментированное преобразование и расщепление различных веществ. Шестое. Ферментация. Многие бактерии также содержат фитазу,
и при закваске идет процесс расщепления, схожий с замачиванием. При оптимальных условиях ферментации фитиновая кислота может быть расщеплена до 90%. В ферментации или молочно-кислом брожении участвуют микроорганизмы, которые также имеют фермент фитазу. Этот фермент в процессе ферментации расщепляет фитиновую кислоту. Оптимальными условиями для ферментной деятельности являются значения pH 4 и 5, а также температурный режим от 45 градусов до 55 градусов по Цельсию. Какой метод выбрать? Можно использовать все. Если не считать пережевывания, то самый простой в использовании метод, который не разрушает полезных свойств продуктов, это замачивание, а самый эффективный – это ферментация. Замачивать и ферментировать можно в воде, а также в кислых продуктах, таких как кефир, йогурт, сыворотка, лимонный сок, яблочный уксус. А вот маленький лайфхак. Можно поместить семена, орешки или хлопья в йогурт или кефир на ночь, и утром вы получите полезный продукт. Сколько нужно вымачивать? Согласно рекомендациям специалистов, минимальное время замачивания должно быть таким. Орехи твердые, например, миндаль, 12-14 часов. Рис коричневый, 12 часов. Бобовые, 12 часов. Овес, овсяные хлопья, 8-12 часов. Орехи средней жесткости, например, грецкие, 6-10 часов. Рис белый, 9 часов. Рожь, 8 часов. Перловая крупа, 6 часов. Рис дикий, 5 часов. Гречневая крупа, 5 часов. Пшено, 5 часов. Орехи мягкие, например, кешью, 3-5 часов. Киноа, амарант, 3 часа. При этом есть более упрощенные рекомендации от натуропатов. Замачивание всех зерновых, бобовых, семян и орехов минимум на 12 часов. Дольше всех следует вымачивать крупы и отруби пшеницы и ржи – 24 часа. При этом воду следует менять каждые 6 часов для исключения закисания. Кстати, воду после замачивания не следует использовать далее, так как в ней может находиться расщепленная фитиновая кислота. Какая еще польза от замачивания? Первое. Замачивание круп помогает отчасти вымывать легкие, нежелательные для организма формы крахмала. Второе. Это обогащает их витаминами, микроэлементами, ферментами, отчасти разрушает глютен, лектины и прочие антинутриенты. Третье. Вследствие предварительного замачивания приготовленная каша переваривается и усваивается организмом эффективнее. Четвертое. Замачивание зерновых рекомендуется лицам, имеющим пищевые аллергии. Когда в замачивании нет необходимости. Первое. При потреблении небольшого количества орехов, 1 горсть в день. Второе. Когда орехи и семечки уже поджарены. Как правильно замачивать крупы, бобовые, орехи? Крупы и бобовые. Промойте крупу, а затем в кастрюльку с крупой налейте двойной объем питьевой воды. Рекомендуется добавить в воду 1 чайную ложку яблочного уксуса для создания кислотной среды, которая ускоряет обезвреживание антинутриентов. Можно уксус заменить той же пропорцией лимонного сока или соли без добавок. Далее прикрываем кастрюльку полотенцем и оставляем в комнатных условиях на 7-12 часов. Затем сливаем в воду, хорошо промываем и готовим на питьевой воде. Орехи. Выкладываем орехи в стеклянную посуду, добавляем соль и горячую воду, размешиваем и ждем. Пропорция на 1 стакан орехов – 1 чайная ложка морской соли. Время замачивания зависит от размера и структуры орехов. Например, миндаль и бразильские орехи стоит замачивать на 12 часов. Фундук, грецкие орехи, пеканы и кедровые орехи на 8 часов, а кешью на 6 часов. После замачивания орехи необходимо хорошенько промыть и высушить. Вот еще пару лайфхаков. Первое. Не забудьте счищать шкурку с орехов, например, с миндаля. В шкурке сосредоточено большинство антинутриентов. Второе.
Все орехи и даже не замоченные лучше хранить в холодильнике, так как они содержат масла, которые очень легко портятся. Если будут вопросы, пишите в комментариях, и мы ответим.